Представьте лягушку размером почти с небольшую собаку. Лягушку с огромной головой, широкой пастью и укусом, который мог превращать мелких животных в добычу за одно мгновение. Она не прыгала беззаботно по берегу пруда и не пряталась от каждого шороха. Наоборот, в своем мире она сама была угрозой. Ее звали Бельзебуфа, или, как ее часто называют, адская лягушка. Она жила примерно 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода, на территории древнего Мадагаскара. В то время по планете еще ходили динозавры. В небе летали древние птицы и птерозавры, а в лесах и у водоемов скрывались хищники, которые сегодня кажутся почти фантастическими. Но среди них было существо, которое особенно удивило ученых. Не гигантский ящер, не зубастый крокодил, а лягушка. Бельзебуфа была одной из самых крупных лягушек, известных науке. По оценкам, она могла достигать около 40 сантиметров в длину, а весить несколько килограммов. Но главное было не только в размере, главное в ее строении. У Бельзебуфа был массивный череп, широкая пасть и очень крепкие челюсти. Ее тело, вероятно, было плотным, приземистым и тяжелым. Это была не изящная древесная лягушка, прыгающая с листа на лист. Бельзебуфа больше напоминала живой капкан, который часами мог сидеть неподвижно, почти сливаясь с землей, а затем молниеносно атаковать все, что окажется слишком близко. Само название Бельзебуфа звучит почти как предупреждение. Оно связано с именем Вельзевула и словом «буфо» — «жаба». Поэтому в популярной культуре за ней закрепилось прозвище «дьявольская» или «адская лягушка». И чем больше ученые узнавали о ней, тем понятнее становилось. Это название ей действительно подходит. Окаменелости Бельзебуфа нашли на Мадагаскаре. Это особенно важно, потому что остров в конце мелового периода уже был изолирован от многих других частей суши. Изоляция часто превращает эволюцию в необычный эксперимент. Когда животные оказываются отрезаны от большого мира, они начинают развиваться по своим правилам. Одни виды уменьшаются, другие, наоборот, становятся крупнее. Так появляются странные формы жизни, которых невозможно встретить больше нигде. Мадагаскар и сегодня славится животными, которых нет почти нигде на Земле. Но в эпоху динозавров этот остров был еще более загадочным. Климат там, вероятно, был теплым, местами влажным, но с сезонными засухами. Водоемы могли пересыхать, леса сменялись открытыми участками, а жизнь концентрировалась там, где оставалась вода. Именно такая среда идеально подходила для крупной лягушки-засадника. Бельзебуфа, скорее всего, не была активным преследователем. Она не бегала за добычей и не устраивала долгих погонь. Ее стратегия была другой — терпение, маскировка и внезапный бросок. Она могла сидеть в грязи, среди корней, у края водоема или в тени растительности. Ее тело почти не двигалось,
только глаза следили за миром вокруг. Мимо пробегал ящер, небольшое млекопитающее, насекомое, детеныш рептилии, и в следующую секунду пасть Бельзебуфа захлопывалась. Современные крупные рогатые лягушки из Южной Америки помогают представить, как она могла охотиться. Эти лягушки тоже обладают огромной пастью и агрессивным поведением. Они способны нападать на добычу почти своего размера. Других лягушек, ящериц, мелких птиц, грызунов. Бельзебуфа могла быть похожа на них по образу жизни, только намного крупнее и мощнее. Самая интригующая гипотеза звучит так. Бельзебуфа могла охотиться на детенышей динозавров. Конечно, речь не о взрослых гигантах. Взрослый динозавр был для нее недосягаем. Но маленькие динозавры, только что вылупившиеся из яиц, могли стать ее добычей. В меловом Мадагаскаре рядом с ней жили разные рептилии, включая динозавров, а их молодняк был уязвим. Если маленькое животное оказывалось достаточно близко и помещалось в пасть, для Бельзебуфа этого могло быть достаточно. Ее рацион, вероятно, был разнообразным. Она могла питаться крупными насекомыми, небольшими позвоночными, ящерицами, мелкими млекопитающими, другими амфибиями, птенцами, молодыми рептилиями и, возможно, детенышами динозавров. Для нее главным условием было не происхождение добычи, а размер и возможность схватить ее внезапно. Особенно впечатляет сила ее укуса. Ученые сравнивали Бельзебуфа с современными рогатыми лягушками и пришли к выводу, что такая крупная амфибия могла обладать очень мощным сжатием челюстей. Ее пасть была не просто широкой, она была рабочим оружием. Если жертва попадала внутрь, выбраться было крайне трудно. Это делает Бельзебуфа одной из самых необычных хищных амфибий в истории. Мы привыкли думать о лягушках как о маленьких существах, которые поедают мух и сами становятся добычей для птиц, змей и рыб. Но Бельзебуфа переворачивает это представление. Она показывает, что при определенных условиях даже лягушка может стать грозным хищником своей экосистемы. Ее тело было создано не для красоты, а для эффективности. Короткое, широкое, мощное. Большая голова занимала значительную часть тела. Такая форма позволяла атаковать резко и быстро. Она не нуждалась в высокой скорости на длинной дистанции. Ей нужен был один точный момент. Палеонтологи предполагают, что кожа Бельзебуфа могла быть грубой, возможно, с бугорками и плотными участками. Это делало бы ее похожей на современных жаб и рогатых лягушек. Такая внешность помогала сливаться с грунтом, опавшими листьями или влажной землей. Для хищника-засадника маскировка не украшение, а способ выживания. Интересно и то, что Бельзебуфа может быть связана с группой лягушек, современные представители которой живут не на Мадагаскаре, а в Южной Америке. Это вызвало много вопросов. Как родственники могли оказаться на разных континентах? Возможно, дело в древней географии, когда материки располагались иначе, а линии родства уходят в те времена, когда суша была связана по-другому.
Для ученых Бельзебуфа стала не просто крупной лягушкой, а важной подсказкой о прошлом континентов и древних миграциях животных. Но для обычного зрителя она интересна прежде всего как живое воплощение странной силы эволюции. В одном мире с динозаврами существовала лягушка, которая могла быть опасна для маленьких позвоночных. Она не была самой большой, самой быстрой или самой умной. Но в своей нише она была идеально приспособлена. Она занимала место скрытого хищника у воды, существа, которое не бросается в глаза, пока не становится слишком поздно. Можно представить древний берег на Мадагаскаре. Жаркий воздух, тяжелая влажность. Где-то неподалеку слышны крики животных. В тени у пересыхающего водоема лежит ком земли, почти неотличимый от окружающей грязи. Но это не камень и не корень. Это Бельзебуфа. Она ждет. Час, два, может быть, целый день. Для такого охотника движение — это риск, терпение — преимущество. И когда маленькое животное подходит ближе, чем нужно, эта неподвижная масса внезапно оживает. Рывок, раскрытая пасть, удар челюстей и тишина. Именно так могла выглядеть повседневная жизнь адской лягушки. Но даже такие успешные хищники не вечны. Около 66 миллионов лет назад Земля пережила одну из самых страшных катастроф в своей истории. В планету врезался огромный астероид. Последствия были глобальными. Пожары, выбросы пыли, изменение климата, разрушение пищевых цепочек. Исчезли не птичьи динозавры, многие морские рептилии, аммониты и огромное количество других существ. Бельзебуфа, вероятно, тоже стала жертвой этих изменений. Ее исчезновение могло быть связано не только с самим ударом астероида, но и с тем, что после катастрофы резко изменилась среда. Водоемы, климат, доступная добыча, растительность — все это могло разрушить привычный мир, в котором она была успешным хищником. Для амфибий такие перемены особенно опасны, потому что их жизнь тесно связана с водой, влажностью и стабильными условиями размножения. Если исчезают подходящие водоемы, исчезает будущее поколение. Если пропадает добыча, исчезает охотник. Если меняется климат, даже сильные челюсти уже не помогают. Так закончилась история Бельзебуфа. От нее остались лишь фрагменты костей, найденные спустя десятки миллионов лет. Но этих фрагментов оказалось достаточно, чтобы ученые восстановили образ одного из самых необычных существ мелового периода. Бельзебуфа напоминает нам: прошлое Земли было гораздо страннее, чем любая фантастика. Среди динозавров жили не только гигантские ящеры, зубастые хищники и бронированные травоядные. Там, в тени древнего Мадагаскара, существовала лягушка, которая сама была маленьким кошмаром для тех, кто оказался рядом. Она не оставила после себя потомков-гигантов, не пережила великую катастрофу, не стала владыкой планеты. Но ее имя до сих пор звучит так, будто оно пришло из легенды. Бельзебуфа — адская лягушка мелового периода, хищник из засады, гигант
среди амфибий. И одно из самых ярких доказательств того, что эволюция иногда создает существ, в существование которых трудно поверить.